Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной тапочки-следочки. У них интересное оформление по верху и украшение необычным цветочком, вязание которого начинается с бусины. Вы легко свяжете любой размер. Пожалуйста, читайте всю информацию в описании под видео. Вязала я такой пряжей спицами номер 4. Итак, приступим. Набираем петли. Я набрала 48 петель. Начинаем вязать. Во всех рядах вяжем лицевые петли. В первом ряду первую петлю провязываем. Провязали первый ряд. Вяжем изнаночный ряд. И в первом ряду, и во втором ряду количество петель не изменяется. Сколько набрали, столько и провязываем. Чтобы было удобно работать, воспользуемся маркерами. Маркеры я расположила таким образом. В центре между маркерами 2 петли, 2 петли от края и также с этой стороны 2 петли. Здесь 21 петля и здесь 21 петля. Теперь как мы будем делать прибавление? Возле этого маркера прибавление делаем с этой стороны. Возле этого маркера прибавление с этой стороны. Центральные маркеры. Прибавлять петли будем здесь и здесь. Так, вяжем третий ряд. Снимаем кромочную. Вяжем одну петлю и делаем прибавление. Я буду прибавлять петли из протяжки, провязывая ее лицевой скрещенной. Вот протяжка. Надеваем ее на спицу. И чтобы не было дырочки, провязываем лицевой скрещенной. Переносим маркер и вяжем до следующего маркера. Переносим маркер и делаем прибавление. Поднимаем протяжку, надеваем ее на спицу и провязываем лицевой скрещенной. Провязываем средние петли
И перед маркером снова делаем прибавление. Переносим маркер и вяжем до этого маркера. Переносим маркер и делаем прибавление. Провязываем 2 петли. Провязали третий ряд. Мы прибавили в этом ряду 4 петли и сейчас в работе 52 петли. В четвертом ряду провязываем 52 лицевые петли. В пятом ряду снова делаем 4 прибавления. Провязали пятый ряд и сейчас на спице 56 петель. В шестом ряду вяжем 56 петель. В седьмом ряду снова прибавляем 4 петли и после провязывания этого ряда у нас будет 60 петель. В восьмом ряду вяжем 60 петель. В девятом ряду петли прибавляем. И после провязывания ряда у нас будет 64 петли. В десятом ряду вяжем 64 петли. Подошву вязать закончили. Вот так она выглядит. В средней части 10 петель, в этих частях по 6 и здесь по 21 петле. Вот подошва, здесь будет шов и сейчас вяжем боковую часть. Дальше смена цвета, обрезаем нить. Если вы вяжете также меняя цвета, то оставьте нить для сшивания, чтобы сшить подошву. Вводим работу нить другого цвета. При смене цвета первую петлю провязываем, в остальных рядах кромочную снимаем. В этих рядах вяжем по 64 петли. Этим цветом я буду вязать 7 рядов. То есть это будет 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 ряд. Закончили вязать 17 ряд. 64 петли на спице. Это был лицевой ряд. И теперь в 18 изнаночном ряду будем поступать таким образом. Сначала закроем 16 петель. Так как у нас изнаночные петли, закроем петли также изнаночными. 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей и снимаем со спицы. Получившуюся петлю немножко подтянем вверх, чтобы не было вязание сильно затянуто. Возвращаем эту петлю на спицу, снова провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Возвращаем петлю и провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Мы закрыли 3 петли
15, 16. Закрыли 16 петель. Центральные петли провязываем лицевыми петлями. Тридцать две петли. Провязали средние 32 петли, и теперь 16 оставшихся петель закрываем. Закрыли петли, обрезаем нить. Это был изнаночный ряд. Итак, мы закрыли 16 петель, провязали средние 32 петли и закрыли 16 петель. Дальше начинаем вязать верхнюю часть тапочка. Чтобы начать ее вязать, продвинемся к середине. Для этого перебросим петли с одной спицы на другую. Вот это лицевая сторона работы. Ориентируемся на кончик нити. Просто перебрасываем петли. Начинаем вязать среднюю часть на 8 петлях. Затем 3 раза прибавим по 2 петли в каждом лицевом ряду 3 раза. Так, перекинули петли. Итак, сейчас здесь 12 петель. Вводим работу нить другого цвета. И вяжем 7 петель. Первую петлю при смене цвета провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую петлю провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей. Подтягиваем эту петлю, разворачиваем вязание, снова вяжем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последнюю петлю вяжем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Для этого первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем ее через снятую петлю. Подтягиваем эту петлю. В этом ряду сделаем 2 прибавления. Снимаем кромочную, провязываем 1 петлю и делаем прибавление из протяжки, как мы это уже делали. Накинули протяжку на спицу и провязали лицевой скрещенный. Остается 2 петли средние, делаем прибавление. Последнюю петлю провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей. Подтянули петлю, разворачиваем вязание. В этом ряду провязываем петли без прибавлений. Изнаночная сторона работы, значит, последнюю петлю провязываем вместе с соседней петлей, лицевой петлей. Для этого первую петлю снимаем,
Вторую провязываем лицевой и протягиваем ее через снятую петлю. В этом ряду снова прибавление. 2 петли провязали, делаем прибавление. Осталось 2 петли. Делаем прибавление. И с лицевой стороны работы провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. И еще раз прибавление в этом ряду. Провязали 2 петли, прибавили петлю. В средней части сейчас 14 петель и продолжаем вязать по 14 петель в средней части, вводя в вязание боковые петли. Петли по бокам закончились, и вот так сейчас выглядит вязание. Закрываем эти петли снова изнаночными петлями. Пока вытянем петлю и займемся сшиванием, чтобы удобнее было обвязывать вверх. Сейчас вденем нить в иглу. Сшивать я буду по лицевой стороне работы. И при сшивании обращайте внимание на то, чтобы волны соединялись параллельно. Заднюю часть соединили, а на подошве будем делать шов по-другому, чтобы удобно было наступать. Вводить иглу будем вот сюда. Это наборный ряд, и вот между петлями вот сюда иглу, вот сюда. Надеюсь, видно. Иглу сюда и сюда. Затянули.
Следующая петля здесь и здесь. Оставшиеся примерно 5 петель вот так по кругу нанизаем, уведем иглу на изнаночную сторону. И аккуратно затянем. Сильно не тяните, чтобы не стянулся этот шов. Завязываем узелок и прячем нить в изделии. Вот такой аккуратный шов получается на подошве. Теперь приступаем к обвязыванию тапочка. Для этого я взяла крючок номер 4. Если вы хотите стянуть вверх тапочка, возьмите номер крючка меньше. Или если вы вяжете так же, как и я, двойной нитью, можете обвязку делать одинарной нитью. Это уже как вы захотите. Обвязывать будем, вводя крючок в верхнюю половину петли. Вяжем соединительные столбики. Крючок в петлю, подхватили нить, вытянули ее, протянули через петлю на крючке. За счет того, что вяжем мы только за верхнюю половину петли, у нас получается вот такая интересная дорожка. Обвязали по кругу, дошли до средней части. В первую петлю средней части делаем соединительный столбик. И вяжем узор рачий шаг. Обвязали эту часть и осталось обвязать среднюю. В средней части вводим крючок под обе стеночки петли, которая образовалась при закрытии. То есть вот сюда. Вот так. Когда вы вяжете узор рачий шаг, вот в этот момент уводите нить вниз, и тогда у вас получится аккуратный зубчик, и не будет нагромождения нитей, как некоторые пишут в комментариях. Вы попробуйте, обязательно получится. То есть, чтобы получился зубчик, надо вот в этот момент вот так сделать, увести нить вниз. Работа закончена. Осталось спрятать концы нитей в изделии и украсить цветочком. Вот так работа выглядит с
с лицевой стороны. Изнаночная сторона. Шов на пяточке и подошва. Мы очень постарались, работа наша закончена. Надеюсь, у вас все получилось и вам понравилось. Всего вам доброго! Теперь о размере. Я хочу показать на примере этих тапочек, как мне тяжело ответить вам на вопрос, какой это размер. Так как это вязание очень сильно тянется, то это плюс-минус 3 размера, это точно. В зависимости от того, еще если мы вяжем свободно, то все 4, наверное. Вот смотрите, я взяла 2 разных манекена. Вы видите, насколько они отличаются по размеру. Ну вот, например, маленький манекен 18,5 сантиметров. И этот 22,5. На них я надела тапочки, связанные в этом видео. Смотрите. Вот, видите? А вязала я их одинаково. Просто в этом случае вязание сильнее натянулось, а здесь более свободно. Надеюсь, эта информация вам помогла, и вы сможете связать нужный вам размер. Для того, чтобы вы смогли определиться с размером, давайте рассмотрим, как вяжется подошва. Вот набор петель. Затем мы расширяли полотно, прибавляя петли. И вышли на такую подошву. Сначала про ширину подошвы. Если вам нужна подошва шире, то вы продолжите вязать ряды, пока не будет нужная ширина стопы. Если размер вам нужен больше, то вы набираете больше петель, а прибавление делаете точно так же, и у вас все получится.